Война. День 208. Ситуация на фронтах. Сбор украинцами трофеев после российской перегруппировки в Харьковской области продолжается. Так, вчера был обнаружен самый новый российский танк, если не считать парадную армату, конечно, Т-90М «Прорыв». Танк был брошен экипажем. Что любопытно, на нем даже оказался комплекс маскировки от высокоточного оружия «Накидка». Восток. Судя по всему, у российской 20-й общевойсковой армии не получилось закрепиться на Осколе, и войска отошли восточнее. Южнее у первой танковой армии схожая проблема. На Северском Донце она уже точно не закрепилась, так как ее там подвинули украинские войска со стороны Святогорска, Старого Каравана и Дебровы. Сегодня уже стало известно о освобождении Яровой. Учитывая это, ее войска на Осколе в ближайшем времени должны отступить, или уже это сделали, если они, конечно, не хотят попасть в окружение украинских войск, которые двигаются и с юга, и с севера. Так что скоро мы узнаем о освобождении оставшихся частей Харьковской области. Бои за Лиман продолжаются, а россияне сообщают, что им удалось отразить атаку на Кременную, что в свою очередь свидетельствует о подходе ЗСУ к городу. Дальше бои в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и вдоль трассы Т-1302. Украинский генштаб сообщает, что все атаки в направлении Бахмута были отражены. Тем временем город страдает от постоянных обстрелов. В Стаханове была уничтожена российская база с личным составом, вероятно, с помощью «Хаймарс». Дальше бои и обстрелы вдоль всей линии фронта, но о каких-либо изменениях неизвестно. Россияне продолжают обстреливать Никополь и Марганец со стороны Запорожской АЭС. Юг. Россия продолжает террор, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так, сегодня ночью был нанесен ракетный удар по территории Южноукраинской АЭС. Ударной волной были повреждены сооружения, а также отключился один из гидроагрегаторов Александровской ГЭС и 3 высоковольтные линии передач. В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои. Россияне твердо намерены удерживать правобережный плацдарм, несмотря на все трудности, связанные с логистикой. Они используют паромы для снабжения войск, а также направляют инженерные войска для восстановления разрушенных переправ, в том числе мостов в Новой Каховке. Тем не менее, движение украинских войск продолжается. В частности, растет плацдарм на левом берегу Ингульца. Сообщается о его расширении в сторону Малой Сейдеминухи и углублении в направлении Чкалова. Киселевка по дороге на Херсон, судя по всему, сейчас в серой зоне и оспаривается. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской, колокольчиком и отдельное большое всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.